Багдад сейчас Ташкентом называют, столицей азиатской величают. И если хотите, ребятки, то слушайте все по порядку. Я помню, только кончил институт, и вот с дипломом появился тут. Твердили, что Ташкент, мол, город хлебный. Я с детства паским был на легкий хлеб. Вот уж предо мною знойная столица. По улицам снуют неведомые лица. Ни нравов, и ни речи я не знал. Я обладал тогда наивным благородством. И тотчас порешил заняться хлопководством. Мне хлопок громкую карьеру обещал. Но позже жизнь меня торговлей соблазнила. Торговля — это все, торговля — это сила. Здесь пища для зубов и пища для извилин. Торговли чары мне большой барыш сулили. Так алчные мечты мне голову вскружили, что настоящей жизни я не замечал. А между тем она вокруг бурлила живой реальностью своих мирских начал. Однако я немного отклонился, ведь я экскурсию, друзья, вам обещал, и вдруг в воспоминания опустился. И так Ташкент, каким он был, каким теперь он стал. В далеком прошлом правили муллы. Багдад тогда был нищим, глинобитным. Люд изнывал от гнета, пыли и жары. Но словом, город был селением незавидным. Потом пришли иные времена, и ремесло, и жизнь заметно оживились. Воспряли азиатов племена. А вот на Ишаке горцует наша милость. Уж племя молодое подрастало, и старая позиции не сдавала. Борьба времен, извечное начало. Еще сильны былого пережитки. Вот разложил на пол свои пожитки, там попрошайка, здесь толстяк торгаш. Он чует тонко ходовой товар. Послушай, кузнице ты больше пользы дашь. Да, кузницы мне только не хватало, а здесь имею я большой навар. Теперь, друзья, заглянем на базар. О, знаете ли вы, друзья, базар Багдада? Здесь дыня и арбуз, и персик, и урюк, орех, табак, гранат, ну, словом, все, что надо. Без слов шашлык, лагман, самса, чурек, курдюк. Здесь труженик полей, создатель изобилия, единственный мудрец из всех лжемудрецов, кричащих о труде, но брезгующих пылью, живущих во дворцах за счет чужих трудов. Здесь встретишь ты людей простых и добродушных, без лживой трескотни, без ложной суеты, делами пламенных, словами равнодушных. Стремись, мой юный друг, чтоб стал таким и ты. А этот чародей цены тебе не знает, из свежих овощей он розы вырезает. Трудяги не чужды возвышенные чувства, а вот вам и плоды изящного искусства. Так рубят топором брикет сушеной дыни. А орехи продаем кило за руб с полтиной.
Кто хочет дыни свежей, бухарский ананас. Ну, подходи, нарежу, которую для вас. Наверное, в цирке легче по проволоке ходить, чем на такие вещи на голове носить. Доступно ли для русских, решил изведать я, но от такой нагрузки трещит башка моя. Чего ж тут насмехаться, бывает, уронил. Но я ж впервые, братцы, на голове носил. Афиша запрещает на рынке есть арбуз. От этого рыдает, как горько карапуз. Властей апологеты осудят нас сердито, но мне афиша эта придала аппетита. Итак, мы, друзья, о Восточном базаре снятия будем отныне иметь. Здесь множество дивных заморских товаров, плодов, овощей довелось нам узреть. Чтоб дни эти в памяти мне сохранить, неплохо б какой сувенирчик купить. И вот подобрал я длиной 3 вершка качалку младенцу, дырой для горшка. Смеются деды, добродушный народ. Вот так постепенно и дружба растет. Для полной картины о древней столице зайдем на кладбище, где дремлют гробницы. Немного не вовремя, ну ничего, ведь мы не нарушим покоя его. Идет отпевать, как последнюю дань, Улла Мухаммед, патриарх мусульман. И лишь у могильщиков давних времен все та же работа, все тот же закон. Кончил дело, гуляй смело. И так пришли иные времена, преобразилась древняя страна. Лицо Востока в корне изменилось. Здесь и дома, и люди обновились. В жизнь воплотились смелые мечты, все, что считалось сказкой когда-то. Что правда, стало больше суеты, но этим все цивилизации скрываты. Все реже встретишь нынче старый век. Уж подрастает новый человек, хозяин полноправный дней грядущих. А вот следы недавних разрушений, последствия толчков землетрясения. Но станет город в 10 краше, трудом и помощью от всех республик наших. И этот обелиск расскажет поколениям о дружбе, братстве и восстановлении. Идеи — это правда хорошо, но подкрепить их простой базой нужно. Тем более, что вкусный запашок щекочет нос у обелиска дружбы. Конечно, вкусно, но дороговато. Питаться так не хватит и зарплаты. Ну вот теперь гораздо легче, братцы, чтоб пролетариям всех стран соединяться.
Продолжим по Ташкенту обозрение. Да, город здесь растет на удивление. Театры, институты и музеи, проспекты и широкие аллеи. Теперь на месте старого базара торговые кварталы Чиланзара. Здесь всюду новшества внедряют магазины, самообслуживание с помощью корзинок. Сюда съезжаются с окраин из районов, из кишлаков, аулов отдаленных. Такого не отыщется товара, чтобы вы не раздобыли в Чиланзаре. А если в чем-то на прилавках туго, подпольная торговля вам к услугам. А вот играет в лянгу детвора. Ах, вы не ведаете, что это такое? Старинная восточная игра. Не сразу удается разыграться, но разве это повод, чтобы смеяться? Тактичную руку помощи подать. Не все умеют старость уважать. А между тем народу прибывает. Час пик. Пожалуй, всякий город знает, когда в автобус нелегко пробраться, а надо поскорее домой добраться. Здесь ярмарка и рядом парк культуры. Счастливейшую мысль я уловил. И вскоре здесь, у этой вот скульптуры, чайную общепита я открыл. Шашлык, лагман, самса и беляши. И вроде многолюдно в Чиланзаре, но от чего растут так скудно? Здесь бизнес. Да, оскуднела ты, страна форсат. Все улетело, как в волшебном сне. Теперь иные у людей проблемы. Увы, прошли былые времена. Где вы, милы, эмиры и гаремы? О, где ты, милая, для сердца старина?